Приветствую попутчиков на своем корабле. Я Мираел. Видео будет обработка складок на одежде. Начну с того, что у предметов есть свет, тень и рефлекс. Также и у одежды. Их расположение имеет несколько видов. Драпировочные, ромбовидные, спиральные и зигзагообразные. Первые образуются, когда есть точка натяжения, например, ткань, висящая на гвозде. Складки идут прямо от гвоздя, в конце заворачиваясь. Этот пример можно увидеть на плечах, ведь оно становится точкой натяжения. Такие складки встречаются еще на плащах и платьях. Вторые – усложненный вид первых. В этом случае вместо одной у нас две складки и две точки натяжения. При пересечении получается такая ромбовидная форма. Сбоку они вот так провисают. Пример – футболка, где персонаж поднял руки. Они – точки натяжения. Здесь пересечение. Третий можно встретить на руках и ногах, когда на цилиндрический предмет надели ткань. Она будет провисать, но полностью не упадет. Пример, где встречаются все виды. У одежды есть фактура – матовая, глянцевая. Также она делится по составу: хлопок, кожа, шерсть, шелк. Одежда может быть мешковатой или на ней просто много тканей. Складок будет больше, в облегающей мало где. Из головы придумать расположение складок сложновато, поэтому пользуйтесь референсами. Вольфы, на их конце обычно есть резинка, и ей можно сделать небольшой эффект натяжения. Воротник, полупрозрачная одежда. А на этом все. Благодарю за просмотр, мои звездочки.